На острове Корсика в 1769 15 августа родился мальчик, который изменит ход европейской истории – Наполеон Бонапарт. Будущий великий полководец был вторым сыном в семье Бонапартов дворянского происхождения, но не принадлежавшей к старинной французской аристократии. Их положение было далеко не блестящим. Статус обязывал укреплять семейные позиции в непростых условиях. В 9 лет Наполеон поступил в военную школу в Бриенне. Уже тогда он демонстрировал блестящие способности в математике и стратегии, особенно в артиллерийском деле. Страстью Наполеона были истории великих завоевателей, римских военачальников и полководцев античности. Эти истории послужили для него вдохновением, будущей стратегией и образом действий. Для юного Бонапарта годы учебы были не только временем интеллектуального и личного развития, но и суровой школой жизни, где он закаливал свой характер. Видя несправедливость старого порядка и объявленное равенство, он понял, что родился для грандиозных свершений. И как минимум одна из таких возможностей вскоре развернулась перед ним, открыв дорогу в необычную карьеру и быструю славу. Все началось с небольшого испытания, которое стало первым шагом к его легендарной карьере. Что именно послужило этой искрой на пути к власти? Оставайтесь с нами, чтобы узнать об этом в ближайшее время. Французская революция создала испытания и возможности, и Наполеон Бонапарт, молодой корсиканский офицер, не просто воспользовался ими, а с мастерством превратил их в вехи своей карьеры. В 1793 году он возглавил артиллерийские позиции при осаде Тулона и проявил невероятное военное мастерство, что принесло ему повышение до генерала бригады. Этот успех стал его первой серьезной вехой. Однако путь к вершине был непростым. После падения якобинцев Наполеон пережил арест из-за подозрительных связей, но был освобожден. Второе испытание ожидало в октябре 1795 года, когда в Париже вспыхнул мятеж роялистов. Его решительные действия при подавлении мятежа не только укрепили его репутацию, но и подарили ему пост командующего парижским гарнизоном. Бонапарт, корсиканец по происхождению, выделялся как своей военной проницательностью, так и политическими талантами, умело манипулируя ситуацией вокруг. Его сочетание военного гения и политической гибкости преобразили его из офицера в лидера Франции. Но куда приведут его эти шаткие, но уверенные шаги, когда политическая арена вновь изменит свои правила? Интрига продолжает развиваться на пути к новым высотам власти и амбиций. Когда Наполеон Бонапарт прибыл в Ниццу 27 марта 1796 года, перед ним предстала картина, которая могла бы сломить любого другого полководца. Итальянская армия, изможденная годами неудач и нехватки ресурсов, казалась обреченной. Однако вместо уныния Наполеон увидел в этом поле для воплощения своих амбициозных планов. Он был уверен, теоремы и аксиомы, изученные на уроках стратегии, теперь предстояло воплотить в реальные победы. Вступая в бой против австрийских и сардинских войск, Наполеон применил свою первую инновационную тактику — маневренную войну. Он разбивал силы противника на части, постоянно менял позиции и заставлял врага метаться в смятении, что приносило успех за успехом. Вскоре его армия, вдохновленная победами, сменила свои прежние невзгоды на уверенность, а сражение при Лоде стало той самой точкой, где молодой генерал почувствовал себя настоящим полководцем. Каждое сражение итальянской кампании не только увеличивало географические границы влияния Франции, но и укрепляло политическое положение самого Наполеона. Его звезда на восходе привлекала внимание в Париже, где он очень скоро стал фигурой не просто военной, но и политической значимости. Его амбиции не знали преград, и вскоре они привели его к умопомрачительным планам и новым горизонтам. Следующий крупный проект Наполеона уже зримо шел к осуществлению. Египетская экспедиция, полная рисков и столь необходимая для реализации амбиций в далеких странах. О том, как он поменяет театры войны и что ожидало его на пути к востоку, мы узнаем чуть позже. В 1798 Наполеон решился на удивительный замысел — отправиться в египетскую экспедицию с армией в 38 тысяч солдат и 10 тысяч моряков. Наряду с завоеванием и славой Наполеон преследовал цель разорвать британские коммуникации с Индией и установить контроль над Египтом, находившимся под властью мамлюков. В июле того же года разразилось знаменитое сражение при пирамидах, где Наполеон победил армию Мурад-бея, что добавило ему славы великого полководца. Однако удача, казалось, отвернулась от него в августе, когда адмирал Нельсон уничтожил французский флот в битве у Абукира. Это означало изоляцию Наполеона на египетской земле и конец возможности немедленного возвращения во Францию. Тем не менее, Наполеон сделал ставку не только на военные успехи. Он привез в Египет группу ученых различных специальностей, что привело к развитию египтологии и множеству научных открытий. Необходимо упомянуть, что Наполеон, оценивая свое положение, в августе 1799 года тайно покинул Египет и вернулся во Францию, оставив армию в Дальнем Востоке. Хотя этой кампании не удалось добиться долгосрочной стратегической выгоды, она значительно повысила престиж Наполеона. Египетская экспедиция стала для него весомой платформой для последующего политического триумфа. И когда он вернулся на родину, начался новый виток в его судьбе, который обещал грандиозные перемены. Их детали раскроются вскоре.
9 ноября 1799 года. Или 18-го Брюмера по французскому революционному календарю произошло событие, которое изменило политику Франции навсегда. Государственный переворот, вознесший Наполеона Бонапарта к власти. К этому времени директория утратила доверие и была не способна управлять страной, что открыло путь для амбициозных лидеров, стремящихся к переменам. Главными стратегами переворота стали не только сам Наполеон, но и влиятельный директор Сиес. Планом было сместить директорию и сосредоточить власть в руках 3 консулов. Люсьен Бонапарт, брат Наполеона, возглавлял Совет 500 и сыграл ключевую роль в дипломатической части операции, обеспечив поддержку политиков. Попытка Наполеона убедить членов Совета в необходимости перемен не удалась, но это только усилило решительность заговорщиков. Когда обстановка в консульстве накалилась до предела, генерал Мюрат с войсками вмешался, чтобы расторгнуть заседание и удалить депутатов. 10 ноября или 19 Брюмера военные действия достигли кульминации и завершили переворот, положив конец политической неразберихе. Став первым из 3 консулов, Наполеон превратился в де-факто лидера Франции. Его военный авторитет, поддержка общества и стратегический союз с ключевыми фигурами политической жизни страны позволили ему укрепить свои позиции на вершине власти. Этот переворот стал лишь началом нового этапа в его жизни, пути, который приведет к следующему шагу – коронации императора. О том, как Бонапарту удалось проделать этот путь, мы узнаем в дальнейших главах. В 1804 судьба Франции изменилась навсегда, когда Наполеон Бонапарт официально был провозглашен императором, и Франция стала империей. Сенатус консультум от 18 мая открыл дверь к новому политическому порядку, созданному амбициозным лидером, известным как император французов. Это подчеркнуло его связь со всем народом и отличие от традиционной монархической власти. Коронация, состоявшаяся 2 декабря в соборе Нотр-Дам в Париже, стала театром великой символики. Папа Пий VII, присутствовавший на церемонии, благословил ее, но корону не возложил. Этот жест показал независимость Наполеона от внешних авторитетов, так как он сам возложил императорскую корону на свою голову. Перед грандиозной церемонией Наполеон и Жозефина легализовали свой брак по церковным канонам, устранив возможные препоны для официального признания. Эта деталь подчеркивала серьезность его намерений и создание нового устойчивого порядка после долгих лет революционных потрясений и войн. Франция действительно нуждалась в стабильности, и возвышение нового императора было воспринято как шаг к миру и порядку. Став императором французов, Наполеон начал активно реформировать государство, опираясь на свою харизму и политическую силу. Коронация не только упрочила его позиции, но и предоставила Наполеону легитимность, необходимую для дальнейших смелых стратегий. Вскоре мир станем свидетелем его военных триумфов, о чем ярко свидетельствует решающая битва при Аустерлице. Эта судьбоносная победа еще раз подчеркнет его гениальность полководца и закрепит его доминирование в Европе. Что же последует дальше, когда он устремится на новые горизонты и столкнется с величайшими вызовами своего времени? Давайте откроем следующую страницу в этой захватывающей истории. 2 декабря 1805 года на поле близ города Славкову-Брно разразилось сражение, известное как «Битва 3 императоров». Это было одно из самых впечатляющих триумфов Наполеона Бонапарта, когда его армия численностью около 74 тысяч человек встретилась с объединенными русско-австрийскими силами под командованием талантливого генерала Михаила Кутузова, которые превышали французов числом, составляя примерно 85 тысяч воинов. С самого начала Наполеон задумывал гениальный маневр, потрясающий по своей смелости. Он намеренно ослабил правый фланг, приманив союзников к атаке, а затем внезапно обрушился на их центр, используя туман и утренние сумерки в свою пользу. Решительными лидерами французской атаки стали маршалы Луи Никола Даву и Жан де Дьо Сульт, чьи подразделения с треском разгромили противника, показывая великую стратегическую гибкость и мастерство. Несмотря на отсутствие определенной исторической цитаты, эти слова стали символом той решительности, которая охватывала армию Наполеона. Солдаты, вы феноменальны. Это сражение укрепило амбиции императора и разожгло новый интерес к его дальнейшим планам. Одержав блистательную победу, Наполеон обеспечил себе значительный политический и военный престиж, что привело к подписанию мира в Пресбурге, закрепив его влияние в Европе. Однако приключения французского лидера продолжались, и на горизонте его ждал новый вызов – континентальная блокада против Великобритании, которая преобразит поле экономической войны в непревзойденное испытание, затрагивающее каждую из сторон Европы. Но как именно это увлечение Наполеона приведет его к новым стратегическим ходам, мы еще увидим. Для достижения высочайшего военного мастерства Наполеон Бонапарт открыл новое дыхание старым тактикам, перенастроив их на маневренность и скорость. До него существовали корпуса, но именно Наполеон усовершенствовал их функционирование. Его подвижные армии быстро концентрировались в стратегически важные точки, буквально поражая врага. Это создавало иллюзию численного превосходства и становилось катализатором побед. Наполеон умело использовал принцип снабжения за счет страны, что позволяло его войскам долгое время оставаться мобильными на вражеской территории. Несмотря
Несмотря на это, подобные реквизиции часто оборачивались негодованием местных жителей и ослабляли кампании в долгосрочной перспективе. В то же время его успехом не было бы столь великих заслуг без тщательной разведки и планирования, которые давали Франции тактическое преимущество перед врагами. На боевых полях Европы исполнение его стратегии было в руках таких маршалов, как Жан Лан и Жан-Батист Бернадот, чьи умелые маневры поражали своей точностью. Хоть Бернадот и оказался в дальнейшем королем Швеции, то в ближнем кругу Наполеона был неоспоримым тактическим гением. Армии Наполеона пролетали по карте не на удачу или по случайности, а благодаря продуманной логистике и мощной организации. Однако маневренность имела свои ограничивающие рамки. Сталкиваясь с новыми вызовами, Наполеон разработал экономическую тактику континентальной блокады, чтобы изолировать Великобританию. Хотя это начинание обладало потенциалом, по факту блокада обнаружила непреодолимые барьеры. Торговые интересы европейских стран и слабый контроль оказались непреодолимыми препятствиями, создавая новые трудности на политической арене для Франции. Теперь в стремлении завершить свои амбиции Бонапарт сосредоточил внимание на других горизонтах, которые будут раскрыты в следующих главах. Представьте себе, 21 ноября 1806 года на бумаге зарождается амбициозная идея, получившая название «континентальная блокада». Берлинский декрет Наполеона нацелен на полную изоляцию Великобритании от торговли с континентальной Европой. Однако даже при столь строгих мерах задуманное не удалось в полной мере. Корабли с товарами все же продолжали заполнять берега других частей света. Союзниками Франции в этой блокаде непосредственно стали Россия и Пруссия после Тильзитского мира 1807 года, а также Австрия по Шонбрунскому миру 1809 года. Тем не менее, несмотря на такую широкую коалицию, препятствия начали возникать сразу. Торговля Великобритании с Америкой и ее обширными колониями позволила острову Туманного Альбиона сохранить свою экономическую стабильность. Произошедшее позже показало слабости схемы. Многие союзники нарушали запреты и процветала контрабанда, поскольку эффективный контроль был затруднен. Франция и Европа в целом ощутили на себе негативные эффекты блокады, оказавшись в дефиците британских товаров и сырья. Особенно пострадали шелкоткачество и виноделие. После вторжения в Россию в 1812-м положение Наполеона стало ухудшаться, и блокада фактически прекратила действовать. Официально ее отменили в 1814-м. Великобритания, благодаря своей способности к адаптации, сохранила за собой непревзойденное экономическое превосходство. Впрочем, на этом путь Наполеона не завершился. Впереди еще множество испытаний и перемен, которые сформируют эпоху перемен. Куда приведут его дальнейшие решения? Ответы могут удивить даже самых искушенных историков. В ночь с 11 на 12 июня 1812 года Наполеон Бонапарт возглавил свое великое войско численностью в 600 тысяч человек через реку Неман, начав дерзкую и неожиданную кампанию против России. Замысел строился на условиях континентальной блокады, которую Россия подрывала, и на стратегических интересах в Причерноморье. Амбиции Наполеона требовали полной изоляции Англии и контроля над Европой. Русская армия, численностью значительно уступавшая французской, придерживалась стратегии отступления, избегая открытого генерального сражения. Великая армия, продвигаясь по выжженной земле, лишалась снабжения. Увертливые маневры русских войск и их искусство обороны, инициатива на неоднократные рейды, которые часто возглавляли казаки, превращали каждый шаг вперед для французов в изнурительный кошмар. Вступив в Москву, французы увидели город в пламени. Утратив возможность использовать его как стратегическую базу, без снабжения и ясных перспектив, армия была обречена на отчаянное отступление. Поляки зимнего укрытия лишились, и отступление к границе стало катастрофой. Великие силы, численно скоротечные, уничтожались холодом и постоянными нападениями. Трагическая ошибка Наполеона в России разомкнула цепочку его имперских амбиций и положила начало его краху. Ослабленный, он стоял перед лицом объединенных европейских держав, готовых к решающему удару. Вскоре судьба империи кардинально изменится, и наполеоновская эпоха войдет в свой последний драматический акт. Что ждет впереди могущественного когда-то императора? Новые вызовы и робкие надежды на возвращение, которые не оправдаются. Вечером 31 марта 1814 года союзные армии России, Пруссии, Австрии и Великобритании вошли в величественный Париж. Наполеон, некогда всесильный император Франции, встретил это событие как предвестие своих ближайших испытаний. 6 апреля в Фонтенбло он подписал акт отречения от престола, открыв другую страницу в своей судьбе. С поражением у Наполеона не осталось опции, кроме как согласиться на ссылку. Он был отправлен на небольшой остров Эльба. Хотя остров ничем не мог сравниться с былой империей, Наполеон удержал титул
императора Эльбы и частичную власть, продолжая управлять островом и стремительно строя планы по изменению судьбы. Несмотря на поражение, амбиции Наполеона не угасли. Он внимательно мониторил события и вынашивал замыслы реванша. Во сне или наяву его глаза устремлялись за горизонты, за которыми обрисовывалась тень возвращения. То, что казалось концом, стало всего лишь перерывом перед новым актом. Через считанные месяцы он совершит дерзкий возврат на французскую землю, который потрясет Европу и навсегда войдет в историю как начало периода, известных как 100 дней. О том, как этот поворотный момент ознаменует самый драматический эпизод заключительной главы его карьеры, вы узнаете совсем скоро. 26 февраля 1815 года бегство с острова Эльба стало невероятной авантюрой. Наполеон Бонапарт ускользнул с небольшим отрядом верных ему солдат. Этот дерзкий шаг ознаменовал начало одного из самых захватывающих эпизодов в истории, получившего название «100 дней». Уже 1 марта Наполеон высадился в заливе Жуан на юге Франции. Это был не просто побег, это был вызов всей Европе, напоминание о том, что Бонапарт все еще силен. Незадолго после высадки Наполеон начал свое стремительное шествие по стране. Армия росла по мере продвижения, ветераны Старой гвардии стали возвращаться под знамена своего лидера. 20 марта Наполеон вошел в Париж, вновь восстановив свою власть. На фоне политической нестабильности и напряженности он сумел собрать вокруг себя поддержку, вдохновляющую толпы и ускоряющие события. Союзные силы не намеревались терпеть новый порядок. Европейские державы объединились, чтобы раз и навсегда положить конец наполеоновской угрозе. Их армии направились навстречу французской, и решающая битва разразилась 18 июня 1815 года на поле близ селения Ватерлоо. На стороне Наполеона сражались маршалы Мишель Ней и Эммануэль де Груши, противостоящие британским и прусским войскам герцога Веллингтона и фельдмаршала Гепхарда Леберехта фон Блюхера. Сражение было ожесточенным и затяжным. К сожалению для Наполеона, к вечеру удача отвернулась от него. Прусские войска прибыли на поле боя и обеспечили перелом в сторону союзников. Наполеон потерпел окончательное поражение, и его мечты о восстановлении империи рухнули. Вскоре после этого, 22 июня 1815 года, Наполеон вновь отрекся от престола. Он был сослан на далекий остров Святой Елены в октябре того же года, где провел остаток своих дней в полном изгнании. 100 дней стали последним актом его впечатляющей карьеры, но наследие и влияние этого человека остались неизгладимыми в мировой истории, как и уроки его амбициозной стратегии и тактики.